Почему не стал выбирать жену в России? Так было когда- много. Да. Ну, Всем привет, меня зовут Мэри Джейн, я из Филиппин. а я Василий, родился в России. Точно? Да. Это очередное видео из серии вопросов моему мужу. В прошлом мы рассказали историю наших отношений. А в этом видео Василий ответит на вопросы о том, как он сделал выбор. Поехали. Yours is better. Теперь в своих видео я буду выставлять самые популярные комментарии из предыдущего видео, что бы там ни было. Вопрос от Владимир Шибинский. Давай сразу два вопроса. Почему и как он оказался в Таиланде, и почему его не захомутала тайга? Захомутала тайга. Не захомутало. Захомутала. Почему? Итак, как я оказался в Таиланде? Я получил загранпаспорт, попутешествовал пакетами пару раз в Египет и в Турцию, понял, что пакетный туризм это не мое, и решил переехать пожить в другие страны. Выбирал между Бали, то есть Индонезией, и Таиландом. И получилось так, что определился на Таиланде, потом между Самуи и Пхукетом, вот попал на Пхукет, в Таиланд, да. Почему не захомутала меня тайка? Почему? У меня не было времени встречаться с тайками. У меня почти всегда были русские девушки. Совсем немного у меня периодов Так было, когда... много? Да. Типа того. Типа того. Вот. Без паузы? И, с очень короткими паузами, да. И потом те тайки, с которыми я в то время общался, до знакомства с Мэри Джейн, они меня не привлекали в качестве жен, вроде. Да, не привлекали. И, соответственно, я выбрал... Когда я встретил Джейн, я сразу определился, что я женюсь на ней. После этого я, например, знакомился с классными девчонками тайскими. Если бы я тогда не знал Мэри Джейн, наверное, я так как-то поженился бы и на них. Но это просто были друзья уже. И еще он активно участвует в воспитании, образовании и досуга детей. Да, Я активно участвую. Не очень активно, как я мечтаю, но достаточно активно. Ты играешь с детьми. Я их любимый плеймейт. Не, я люблю плеймейт. Вообще у них получается очень... У них садик, да, и плюс множество дополнительных занятий всяких там. Поэтому времени довольно мало, на самом деле, когда можно с ними провести. Но до садика он тоже играет с ними. Нормально и круто. Круто. Да. А образованием в основном Джейн занимается их пока. Why did we wink at each other? Последний вопрос, он спросил, как он поладил с твоими родителями и родственниками. И как я поладил? Это опять... Нормально. Нормально? Да. Нормально мы поладили. Они любят тебя, ты красавчик. И они очень классные, у нее родители вообще потрясающие, замечательные. Да. Очень добрые, очень, как это сказать, любящие ее. На Филиппинах вообще, вот по крайней мере у наших родителей, у них отношение к мужьям и женам своих детей такое же, как и вот к родным детям. Очень, я считаю, правильно. Никаких нету претензий. Да. По крайней мере, вот мои родители такие, мне они очень нравятся, очень люблю их. Я их называю отцом маме и дади. Хай, маме и дади. Следующий вопрос от без путевки. Да. Привет, вы очень красивая пара. Спасибо. Вопрос к Василию. Было ли у тебя ранние отношения с тайскими девушками? Какие главные отличия тайских девушек от филиппинских девушек? Какие? Главное отличие – это то, что филиппинки намного лучше говорят по-английски, то есть с ними проще понимать. Опять же, почему-то английский язык гораздо понятнее. Когда люди говорят на каком-то языке, у них формируется определенным образом мышление. И вот это вот мышление филиппинское, оно очень понятно. А тайцы, из-за того, что у них очень специфичный язык, у них очень другой тип мышления. Их трудно понимать. То есть не то, что они там говорят непонятно, хоть и это тоже часто, но с этим можно что-то сделать. Но их мотивы, их цели какие-то, вот с этим как-то сложно. Хотя, да, были у меня тайские девушки, и я знаю очень классных тайских девчонок. Конечно, есть тоже тайские девушки, которые, они говорят нормально английский. Да. Но немного. Да. Но тут дело не только в языке, тут дело, вот я говорю, больше в каких-то целях, в каких-то восприятии действительности, я не знаю. Вопрос от Манис. Он написал длинный вопрос, но Вася понял, что он спрашивает.
Да, он написал довольно грубо, и там было много оценочных суждений, но смысл его такой. Автор утверждает, что русские девушки не подходят для семьи, и спрашивает, когда я это понял. Кроме того, он сказал, что тоже связал свою судьбу с азиаткой, как и я. Во-первых, я поздравляю Маниса с тем, что нашел свою судьбу, но, к сожалению, я не могу согласиться с ним в его оценочных суждениях, потому что у меня было довольно-таки много русских девушек. Ну и ни про одну из них я не стал бы говорить плохо. Все они были замечательными девушками. Никто не бывает без недостатков, но, в принципе, любая из них могла бы быть достаточно хорошей женой. Но по некоторым причинам, про которые я позже расскажу, я свою судьбу с ними связывать не стал. Александр Сербу спрашивал, где искать филиппинок лучше всего, конкретнее. Очень сложный вопрос. Ну, есть такой нюанс. Мне, честно говоря, кажется, что лучше искать, если вот вы прям задались целью только филиппинку найти, Да. то лучше искать ее не на Филиппинах. Да. Не? Нет, не на Филиппинах. Почему не на Филиппинах? Дело в том, что люди, которые уезжают из своей страны, ну, грубо говоря, необразованные, недалекие люди, им довольно-таки сложно уехать из своей страны. Они даже не представляют, как это можно сделать. Те, кто уезжает, у них гораздо выше уровень развития. Но это, опять же, мое предпочтение. То есть есть люди, мне встречались какие-то вот мужчины, которые хотят филиппинку найти себе жену, и они мечтают о какой-то деревенской женщине, которая никогда из своей деревни не уходила, и вот только с такой иметь дело. Мне кажется, это большая ошибка, но это как бы каждому свое. Мое личное мнение, что нужно знакомиться с теми, кто живет и работает где-то за рубежом, но только не на низкооплачиваемых работах. То есть какие-то специалисты в том же Сингапуре, в том же Гонконге, в Австралии. Ну, в России, почти в России, везде филиппинки есть. в России, мне кажется, сложно найти. Но это не единственный способ, это не единственный вариант. Вполне можно приехать на Филиппины и познакомиться с замечательной девушкой, я уверен в этом. Ну еще есть отличный вариант, сайт знакомств филиппинский. Я там не сидел, честно говоря, но я читал отзывы, что это самый толковый сайт. То есть он лучше работает, чем остальные. Вот. Но любые сайты знакомств, они платные. Если вы находитесь в России и пытаетесь с кем-то познакомиться с Филиппин, бесплатно это не получится. Но цена не такая, что прям не разорительная, скажем так. Там что-то, наверное, 1000 рублей, может, в месяц, 2. Я всегда говорю, лучше идти на Филиппинах и посмотреть Ну там. и где? И в полях искать, да? Не, По полям. потому что там Синий трактор едет вы сразу понимаете, что какое отношение с родителем и друзья. Это можно спросить просто. Вот я просто спросил ее, какие у нее отношения с родителями, и все. Это на самом деле очень о многом говорит. Сколько у человека братьев и сестер, это говорит о том, что большинство людей, выросших в семье в одиночку, они зачастую эгоисты. Хотя я знаю исключения, но их реально очень мало, это реально исключения. Дальше, какие отношения с родителями, это в принципе говорит о том, какие у вас будут с человеком отношения. Большинство девушек, у которых отношения с родителями плохие, они это моделируют в собственную семью. Третий вопрос был, который я Жень задавал, я про это рассказывал в прошлом видео. Сколько человек хочет детей? Как правило, те, кто хочет немного детей, опять же, я не говорю за всех, нельзя сказать за всех, но вот мои наблюдения, большинство тех, кто хочет мало детей, они достаточно эгоистичные и думают только о том, как им проводить собственное время, собственный досуг, чтобы их ребенок сильно не отвлекал. Но лайфхак в том, что когда у вас всего один ребенок, вы будете все свое время ему уделять. Все. Когда у вас детей больше, то они друг друга занимают, и у вас появляется возможность какой-то собственный досуг. И кроме того, это сильно улучшает отношения с партнером. То есть, когда у вас единственный ребенок в семье, отношения матери и ребенка становятся основными для нее, потому что она с этим ребенком не может не проводить очень много времени. А самые близкие отношения всегда с теми, с кем мы проводим много времени. Так всегда бывает. И если детей становится много, у нее вот эти вот отношения с детьми, с одним, с другим, с третьим, а муж один. И вот эти вот отношения получаются самые важные для нее в семье. Поэтому мужчины, которые не хотят детей или хотят, там, допустим, одного-двоих всего, и я не представляю, как им на самом деле обезопасить свою семейную жизнь от серьезных проблем. Ну, вообще, кстати, есть такие исследования научные, что лучшее количество детей – это 3. То есть 4. Это научно уже обоснованная цифра, так-то, если что, исследованиями. Но как бы каждому свое, каждый решает за себя сам. Следующий вопрос. Ты готов? Да. Окей. Почему не стала выбирать жену в России? Почему? Выбирать. Выбирать? Ну, я говорила выбирать. Почему? Ну, хороший вопрос. Сейчас, подожди, дай подумать. 346 минут спустя. Несмотря на то, что мои бывшие были довольно-таки хорошими людьми, я бы сказал так, всегда чего-то не хватало. Например, большинство из них хотели всего 1-2 детей, а я давным-давно уже определился, что хочу хотя бы 4.
Кроме того, они в целом не видели себя без карьеры в какой-то крупной организации, а это, опять же, трудно совместимо, карьера трудно совместима с таким количеством детей. Опять же, многие начинают понимать, что такое семья, какова их роль в ней, как нужно относиться к мужчине уже только ближе к годам так 35, когда родить столько детей уже становится не так-то просто. Привлекательность уже, опять же, не та, будем честными, хотя, конечно, это не самое главное. Я бы подытожил, то есть, по сути, все, наверное, сводится к тому, что просто с русскими девушками трудно иметь много детей, которых я хотел. А если, допустим, у вас, у мужчин, у самих цель 1-2 ребенка, то, мне кажется, никаких проблем не должно быть. Все должно быть отлично вообще. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал. Мой канал, да? Ставьте лайк. На мой тоже можете подписаться, но у меня его нет. У тебя есть? У меня есть, кстати, у меня уже 8 подписчиков. Скоро, ладно. Ну, у меня там нет видео, но подписчики есть. Возможно, Да. от тебя как-то Хорошо. приходит. Подписывайтесь на мой канал. И что надо делать еще? И не забывайте, что лайк сам себя не поставит. Ну, и еще я хотел сказать, что следующее, у нас осталось еще много вопросов. Вот, Да. мы их сгруппировали вот в 3 других видео. Это будет еще вопросы о том, просто про наши отношения, про нашу семью, там, про детей в основном. Будут про документы, как оформлять документы. И еще будет видео со смешными вопросами и просто которые не попали в остальные вот эти вот категории. Должно быть интересно. Надеюсь. Все, да. Я думаю, да. Пока. Спасибо за просмотр. Пока.